Север Польши. Густой, пробирающий до костей туман стелется над темными водами реки Нагат. И когда белая пелена рассеивается, перед нами восстает он. Горы красного кирпича, взмывающие в свинцовое небо. Бесконечные крепостные стены, ощетинившиеся башнями. Мрачные подземелья, хранящие эхо предсмертных криков. Это Мальборг. Самый большой кирпичный замок на планете Земля. Площадь в 21 гектар. Абсолютная несокрушимая твердыня. Но самое пугающее в этом замке не его размеры, а те, кто его построил. Его возвели не короли и не императоры. Его построили религиозные фанатики. Тевтонский орден. Монахи-воины, которые давали обет бедности и целомудрия, но при этом утопили Восточную Европу в реках крови. На их белых плащах чернели кресты, а в руках они сжимали беспощадную сталь. Они пришли на эти земли, чтобы крестить огнем и мечом последних язычников Европы, но в итоге создали безжалостную военную корпорацию, а Мальборг стал ее леденящим душу сердцем. Здесь, в огромных готических залах, плелись заговоры, копились несметные богатства и планировались крестовые походы. Замок казался бессмертным. Но как случилось так, что крепость, которую не смогла взять штурмом ни одна армия мира, пала, как монахи предали сами себя? И какие тайны до сих пор замурованы в этих кроваво-красных стенах? Сегодня мы откроем тяжелые дубовые ворота Мальборга. Добро пожаловать в эпоху крови, золота и предательства. История Мальборга начинается не в Польше, а в раскаленных песках Иерусалима. Во время Третьего крестового похода немецкие рыцари основали братство для помощи раненым, но вскоре бинты сменились мечами, а молитвы – лязгом доспехов. Тевтонский орден стал элитой крестоносцев. Однако в Святой Земле они проиграли. Изгнанные из Палестины, рыцари искали новый дом. И они нашли его здесь, на берегах Балтики, среди болот и диких лесов Пруссии. В 1274 году на берегу реки Нагат началось строительство, равного которому не знал мир. Почему кирпич? В этих землях не было природного камня, пригодного для таких масштабов. Рыцари превратили саму землю в оружие. Они выкопали миллионы тонн глины, обжигали ее в гигантских печах и вручную укладывали каждый кирпич. Считается, что на постройку ушло более 50 миллионов кирпичей. Строительство шло десятилетиями. Монахи работали в тишине, прерываемой лишь молитвами и криками надсмотрщиков. Мальборг рос не просто как замок, а как монастырь-крепость. Его стены были двойными, его рвы – глубокими, а его башни позволяли видеть врага за многие мили. Это была идеальная машина для доминирования над враждебным краем. Рыцари создали здесь теократическое государство, где закон диктовался острием меча. Каждый, кто отказывался принимать крест, объявлялся врагом и уничтожался. Так рождалось величие, построенное на костях и красной глине. Мальборг делился на три части – высокий, средний и низкий замки. Это был настоящий город внутри города. В высоком замке жили сами братья-рыцари. Жизнь здесь подчинялась жесточайшей дисциплине. Подъем до рассвета, многочасовые молитвы и постоянные тренировки. Рыцари не имели права на личную собственность, даже их одежда принадлежала ордену. Но не стоит думать, что они жили в нищете. Мальборг был неприлично богат. Благодаря контролю над торговлей янтарем и зерном, казна ордена лопалась от золота. В среднем замке располагался дворец великого магистра, одно из самых роскошных зданий средневековой Европы. Огромные готические залы были украшены тончайшей резьбой, а полы подогревались уникальной системой гиппокауста – средневековым теплым полом. Пока крестьяне в хижинах умирали от холода, рыцари ходили по теплым плитам в своих покоях. Удивительно, но Мальборг был и вершиной гигиены того времени. Знаменитая башня Данскер, вынесенная за пределы стен, служила туалетом.
Грязь и нечистоты падали прямо в проточную воду реки, что спасало замок от эпидемий, выкашивавших другие города. Питание здесь также было на высоте. На гигантских кухнях Мальборка трудились сотни слуг. Мясо, экзотические специи, вино и пиво поставлялись сюда со всей Европы. Для подачи блюд в залы магистра использовались примитивные лифты. Орден создал рай для своих избранных, защищенный неприступными стенами. Но богатство и гордыня всегда идут рука об руку с падением. К началу 15 века Тевтонский орден стал настолько могущественным, что начал угрожать всем соседям сразу – Польше, Литве и даже Руси. Лето 1410 года. На полях Грюнвальда сошлись две величайшие армии эпохи. С одной стороны, стальной кулак Тевтонского ордена под предводительством Ульриха фон Юнгенгена. С другой – объединенные войска польского короля Егайла и литовского князя Витовта. Это была битва титанов. В тот день гордость ордена была растоптана. Великий магистр погиб, лучшие рыцари остались лежать в грязи Грюнвальдского поля, а их знаменитые знамена были брошены к ногам короля Егайла. Казалось, это конец, путь на Мальборг был открыт. Польско-литовское войско двинулось к столице ордена, уверенное в легкой победе. Но они недооценили силу красного кирпича и волю одного человека – Генриха фон Плауэна. Плауэн не участвовал в битве, но именно он взял на себя командование обороной. Когда союзные войска подошли к Мальборку, они увидели не испуганных монахов, а ощетинившуюся пушками цитадель. Началась великая осада, длившаяся 2 месяца. Поляки использовали тяжелейшие бомбарды. Существует легенда, что одно из ядер было нацелено точно в центральную колонну, летней трапезной, где заседал Совет Ордена. Если бы колонна рухнула, обвалились бы своды всего дворца. Ядро влетело в окно, но чудом застряло в стене, лишь слегка задев колонну. Это сочли знаком свыше. Голод, болезни и упорство защитников сделали свое дело. Огромная армия Егайла, не привыкшая к долгим осадам, начала разваливаться. Осенью поляки отступили. Мальборг выстоял. Он доказал свою неприступность. Но то, что не смогли сделать пушки, сделала простая жадность. Война истощила казну ордена. Чтобы платить наемникам, рыцари начали вводить огромные налоги, что вызвало ярость у горожан. Наемники, профессиональные солдаты из Чехии и Германии, не собирались воевать за идею, им нужно было золото. Когда в 1457 году выплаты прекратились, наемники сделали то, чего никто не ожидал. Они просто предложили польскому королю купить замок. Великий магистр был вынужден бежать. Без единого выстрела, без капли крови, самая мощная крепость Европы сменила хозяина. Замок, построенный для защиты веры, стал предметом торга. Следующие 300 лет Мальборг служил резиденцией польских королей. Но величие постепенно уходило. С развитием артиллерии кирпичные стены теряли свою ценность. Замок начали использовать как склад и казармы. Пруссаки, захватившие эти земли позже, и вовсе начали разбирать замок на кирпичи для постройки других зданий. Только в XIX веке, благодаря движению романтиков, мир осознал, какое сокровище гибнет в забвении. Началась масштабная реставрация. Мальборку вернули его блеск, превратив его в музей. Но самое страшное испытание ждало его в XX веке. В 1945 году замок стал опорным пунктом немецких войск. Советская артиллерия била по нему прямой наводкой. Мальборг превратился в руины. Стены, стоявшие 700 лет, рухнули под градом снарядов. Когда война закончилась, на месте замка были лишь горы красного кирпича. Многие говорили, что восстановить его невозможно. Но польские реставраторы совершили чудо.
В течение 50 лет они буквально по крупицам собирали замок заново, используя те же средневековые технологии. Сегодня, когда мы бродим по этим бесконечным гулким галереям, Мальборг кажется нам спящим гигантом. Но если замереть и прислушаться, можно почувствовать, что замок все еще жив. Он дышит через вентиляционные шахты своей уникальной системы отопления, он стонет под порывами Балтийского ветра, он хранит тайны, которые так и не были раскрыты за 7 столетий. Мальборг – это не просто памятник архитектуры, это памятник человеческой одержимости. Подумайте об этом. 50 миллионов кирпичей, каждый из которых был слеплен вручную. Если выложить их в одну линию, они трижды опояшут земной шар. Какова была цена этой стройки? Сколько жизней простых крестьян и прусских рабов растворилось в этой красной глине? Замок буквально построен на крови и поте, и, возможно, именно поэтому его аура так тяжела и величественна одновременно. Знаете ли вы, что под этими полами до сих пор находят замурованные пустоты? Исследователи полагают, что в Мальборге существовал золотой архив ордена, где хранились документы, способные переписать историю Европы. Тевтонцы были мастерами секретов. Их знаменитые тайные ходы позволяли рыцарям исчезать из осажденного замка и появляться в тылу врага, словно призраки. А легенда о янтарной казне? В эпоху Ордена замок был главным хранилищем золота Балтики. Тевтонцы владели монополией на янтарь, и контроль был настолько жестким, что за кражу даже небольшого камня на берегу моря полагалась смертная казнь через повешение. Ходили слухи, что в самых глубоких подземельях высокого замка существовала комната, полностью облицованная янтарем, за столетия до того, как появилась знаменитая янтарная комната в России. Где этот янтарь сейчас? Сгорел ли он в пламени 45-го года или все еще ждет своего часа в заваленных подвалах? Глядя на эти стены сегодня, трудно поверить, что 80 лет назад их практически не существовало. Мальборг был растерзан войной, превращен в груду обломков, которую хотели просто срыть и забыть. Но замок выжил. Его восстановление – это гимн человеческому духу. Польские мастера восстановили его не по чертежам, которых не было, а по любви и памяти, вручную вытачивая каждую деталь готических сводов. Это место учит нас главной истине – ни одно величие не вечно. Тевтонский орден, мнивший себя бессмертным мечом Бога, исчез, оставив после себя лишь эти стены. Их обеты бедности превратились в несметные богатства, а их смирение – в гордыню, которая их и погубила. Мальборг – это живое напоминание о том, что любая империя, какой бы крепкой она ни казалась, рано или поздно превращается в пыль. Но в то же время он доказывает – красота и воля способны восстать даже из пепла. Когда последние лучи солнца уходят за горизонт реки Нагат и профессиональные прожекторы окрашивают башни в золотой свет, Мальборг снова становится тем, чем он был задуман – священным местом силы. В такие минуты кажется, что по мосту через ров все еще скачут призрачные всадники в белых плащах, а в окнах трапезной мелькает свет свечи великого магистра. История Мальборга не закончена, она продолжается в каждом новом кирпиче, в каждой новой находке археологов и в каждом вашем взгляде. Этот замок – книга, написанная на языке камня, и сегодня мы перевернули лишь несколько ее страниц. Мы оставляем эти стены в тишине ночи. Но помните, замок никогда не бывает пуст. Он ждет тех, кто готов услышать его шепот. Спасибо, что прошли этот путь по коридорам времени вместе со мной. Если эта история коснулась вашего сердца, поставьте лайк и напишите в комментариях, какой факт о Мальборге поразил вас больше всего. Дорога истории бесконечна, и впереди нас ждут новые крепости, новые тайны и новые сражения. Берегите историю. До встречи в следующем видео.